Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне, который выбивает больше 900 тысяч баллов в Antutu, 86 тысяч в Storage тесте. Помимо этого, он ест чуть-чуть больше 20% в PUBG, иногда тянет 90 FPS в PUBG New State, имеет хороший внешний вид, прямые грани, 120 Гц экрана, за 26 минут он до сотки у нас заряжается с нуля. И это только малая часть того, что можно рассказать про смартфон iQOO Z8. Здесь оптическая стабилизация основной камеры. Когда у меня подписчики моего личного телеграм-канала увидели исходники фотографии этого смарта, они написали сначала, что я скидывал яблочные фото. А потом я уже подправил и написал, что это просто iQOO, притом довольно такой скромный бюджетник. Как мы помним, есть у них магия у BBK-евских аппаратов. Помните Oppo K10 или вообще iQOO Q5, Q3. Все их особые линейки этих игровых смартфонов чем-то отличаются. Здесь у нас IPS-экран, что это значит? У нас здесь нет шима вообще, но нет Always On дисплея и не супер максимальная яркость, которой вам, в принципе, хватит. Я гонял его много где, мне смартфон понравился. Русский язык, Play Market, все остальное, как всегда у BBK. И никаких блокировок. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной упаковке для Vivo iQOO. Коробка выполнена из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики. Пакинг хороший, мне такой нравится. Хотя у них он одинаковый всегда. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит смартфон 201 грамм, а габариты 164 на 76 на 9 мм. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать нельзя. У меня на руках китайская версия смарта, но напоминаю, что у iQOO даже в китайской версии есть русский язык. И, разумеется, все Google сервисы и Play Market. Если даже его там не будет и продавец его вам не закинет, вы можете просто скачать Play Market APK, и у вас будет все сразу и везде. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться с колоколом. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Надеюсь, поддержите лайком, потому что iQOO все-таки не совсем популярный у нас бренд, хотя я о нем рассказываю 2 года и покупают его без проблем. Это не масс-маркет, во всяком случае для нас. Хотя для Китая эта штука популярна. Приобрести данный девайс можно в черной, голубой, белой расцветке. Кстати, я еще хочу купить iQOO Z8S. Напишите, интересно ли вам. Дизайн смартфона интересный и привлекательный. Блок камер смотрится хорошо, как и закругленная рамка по бокам. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка из пластика, притом она довольно маркая. Сборка смартфона хорошая, материалы качественные. Погружать его в воду, разумеется, нельзя, так как защита от влаги как таковой нет. Хотя я ходил несколько раз с ним под дождем, снимал под дождем, никаких проблем не было. Но так делать тоже не стоит. В руке смартфон лежит комфортно, одной рукой пользоваться смартфоном можно, но не сказал бы, что во всех сценариях использования тоже комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C от версии 2.0, микрофоны и капорты, даже мини-джек на 3,5 мм. Далее из динамики звучание неплохое, стерео. Притом нет ощущения, что это полуторка, хотя это полуторка. В общем, со звуком они неплохо поработали за эту стоимость. В настройках можно найти предустановки звучания, за что спасибо. Вибромотор неплохой, еще и ко всему настраиваемый. 4D вибрация в наличии, но только для некоторых игр. Аудиокодеков на борту достаточно. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,64 дюйма с разрешением 2388 на 1080 пикселей. Немного нестандартно, правда? Экран плоский, для игр такой вариант, как по мне, лучше, чем экран водопад. Яблоки-то знают, поэтому они тоже плоские выпускают. Смартфон поддерживает HDR10, Dolby Vision, сертификацию SGS, контрастность 1500 к 1, подбородок у экрана есть, и он средних размеров, а рамки не громадные. Плотность пикселей 395 ppi, пиковая яркость 650 нит, экран выдает 426 люксов, и она неравномерна.
стандартно. При прямом попадании света на экран пользоваться смартфоном можно, но не сказал бы, что яркости хватает. Я видел IPS поярче, но не за эту стоимость. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, автоматический режим также на борту, как и 60 Гц и 90 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, а в играх экран показал себя достойно в плане отклика. Мультитач имеется, но на 10 касаний экран откликается не очень хорошо. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лиц, а также стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро, зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя, что для меня очуменный плюс. По мне это говорит о безопасности. Лица можно заводить 2, кстати. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8220 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Напишите, кстати, кто помнит, в каких еще смартфонах недавно он был. Много, кстати, где. Максимальная частота у него 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610MC6, интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии, обновления, разумеется, еще будут. Гуглы встают без проблем, интерфейс работает хорошо, микрофризы встречаются, но очень редко. Оперативная память LPDDR5 и доступна только 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 гигабайт, но она какая-то здесь особо быстрая, вам скажу, или очень сильно оптимизирована. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, которые не для всех актуальны, но хорошо, что они есть. Кстати, смартфон, несмотря на то, что у него для 4G нет 7 и 20 бенда, у меня ловил везде нормально. И это очень подозрительно. К60 Ultra ловил ужасно, с той же симкой этот смартфон ловил волшебно. Связь смартфон в больших городах, повторяюсь, ловит хорошо, датчик приближения отрабатывает корректно. Запись разговора на борту и без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.3 NFC смартфон поддерживает, MirPay встает, GPS-тест в городских условиях стандартно до 1 метра, но напоминаю, что Qualcomm-овские 3 метра по мне отрабатывают всегда лучше. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал неплохие 8 часов 24 минуты, хотя от IPS я ожидал большего. Напоминаю, что, разумеется, здесь хотя нет шима, нет AODA, Always On Display отсутствует в IPS-экранах. Тест я проводил при 120 Гц, кстати, на максимальной яркости про PC-марк. Work Performance он выдал скромные 10387 баллов. Smart поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет, но есть реверсивная на 7,5 Вт. За 13 минут он заряжается на 55%, за 22 минуты на 90% и за 26 минут на 100%. Очень даже быстро, я вам скажу. За час просмотра видео на YouTube у меня уходит в среднем 5% заряда. Для игр есть стандартный игровой режим, который можно встретить во всех смартфонах iQOO или Vivo. В играх с одновременным стримингом на Твиче за час уходит 22% заряда, яркость сбрасывает, играть с такой яркостью мне сложно. Я, конечно, привык и даже в шортсах сделал часовой тест без Твича. На лайв-канале посмотрите, сколько уходит яркости. И здесь есть магия. Когда ты включаешь автояркость и потом выкручиваешь яркость на максимум, она сразу восстанавливается. Притом смартфон не перегревается. Я не понимаю, почему он ее сбрасывает. Если, может быть, зафиксить ее в игровом режиме, либо какими-то другими способами. Но 90 FPS в PUBG New State он стабильно не держит. То есть он сбрасывает где-то до 70-80, он плавает. Пинг держит очень хорошо, что удивительно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. Вы видите на экране, даже озвучивать не хочу. Притом я его проводил 3 раза, и все 3 раза какой-то хаос. Никогда стабильно он не работал. Результаты тестов в 3D-марке и в Geekbench 6, в принципе, объясняют, почему он сбрасывает яркость. Смартфон показал среднюю устойчивость 62%. Это мало. Вантуту выдал результат шикарный. 915 тысяч попугаев для этого процессора. И Storage тест показал великолепный для этого типа памяти 84 тысячи. 45-минутный стресс-тест, кстати, смартфон прошел не так и плохо. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя с оптостабом, но без оптического зума. Также есть затычка на 2 мегапикселя, то есть телевика здесь нет. Запись видео доступна с основного сенсора 4К 30 FPS и ниже. Цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него, разумеется, тоже 1080p, всего 30 FPS. В стоке большое количество вспомогательных функций, режимов, фильтров, как для фото, так и для видеосъемки, но, как вы понимаете, он урезан также по максимуму, как Redmi K60 Ultra, и вообще у него со съемкой все хорошо, но только с одним модулем. 4К 30 FPS, основной модуль. Вечереет, много противного света и табличка, вечная табличка. Неплохо вот так снимают. 4К 30 FPS, основной модуль, немного съемки. И фронталка, лифт EQ Z8. Может быть, еще и X куплю.
но не уверен. 4К 30 FPS, основной модуль, съемка с одной руки, так не делать, видите позади меня такой наклон. И сейчас мы с вами видим, как iQOO Z8 может снимать на основной модуль. Словом, фотографии очень даже приличные. Повторяюсь, исходники всегда у меня в личной. Скачиваем, смотрим на красивых своих любимых мониторах. Не обязательно, как мне пишут, откалиброванных, тех, которые потребляют контент, потому что в 99% случаев вы снимать будете для себя. И насколько это вас будет удовлетворять и ваших друзей, это, разумеется, зависит от вас сейчас. Оценить, хорошо все или нет. Да? Вот так 4К 30 FPS будет отрабатывать. В какие моменты не хватает ультраширика, да? Вот сейчас 4К 30 FPS, конечно, было бы хорошо, чтобы здесь был хоть какой-то ультраширик, чтобы у вас была возможность поснимать все это дело на больший угол, но нет. С одной стороны, с другой стороны, зачем вам больший угол, тем более ночью, если все это дело будет очень даже непрезентабельно на ультраширик ночной. Я не видел приличных ночных ультрашириков с каким-нибудь там автофокусом хорошим, чтобы они ночью снимали хорошо. Формулирую так. А что у нас с иксами? X6, X10. Достигнут максимальный масштаб. И моментально можно вернуться назад. Вот так он будет работать с источниками освещений. И в целом вид то самое. Нравится мне здесь примеры снимать. Максимально комплементарно. 1080p 30 fps, фронталка, роллинг шаттера нет. И вот так вы ночью сможете снимать на фронталку себя. Либо, давайте ради интереса, вот так вы сможете снимать объекты. Ну так, разумеется, делать не стоит. Лучше всего снимать на фронталку себя, а на основной модуль все остальное. Ну что, немного фронталки на байке при спуске. И так, разумеется, делать нельзя. Разумеется, ночью никакие там ничего. Но в целом, если вам прям срочно надо что-то снять и кому-то что-то рассказать, то в принципе данный смарт можно использовать. Как и почти все смартфоны, только этот по мне еще неплохо справляется. Все, финиш. 4К 30 FPS, как говорится, жизнь без ультраширика. Делаем иксы, X3, X6, X10. Кстати, самое забавное, сегодня сравнивал Zoom X25 на iPhone 15 Pro Max и свою оптику на 120 мм на Sony FX3 Gem 2, по-моему, правильно сказать. Ну, в общем, Sony проиграл. Понятно, я с Samsung скоро буду сравнивать. Скоро Flip 5 придет и Fold 5. Картинка по цветам соответствует, но я думаю, вы по качеству видите даже 4К 30 FPS. Ощущение, как будто это мультик пластилиновый. Дождь идет еще, кстати. Супер стабилизация 1080p 60 FPS только работает. И она слегка запаздывает, но в целом, даже если двигаться, ну, работает классно, по мне. Хотя картинки, конечно, тяжело, если ты дергаешь вот так быстро. Дневная фронталка. Кстати, очень неприятное место. Я здесь все время фотографирую. Это максимально неразумно, потому что контровый свет позади меня. Впереди нет света источника. Надо, кстати, на себя источник ставить. И поэтому как их называют, обложки у меня получаются довольно странными. Поэтому стараюсь не здесь уже фотографировать. Вот так. Фронталка. Кстати, фронталка может делать X2. Еще немного лифта, 4К 30 FPS. Ну, оно иногда и хорошо, что камера не очень снимает. У вас автоматический фильтр моложе. Правильно? Глаже. Пол лица видно только.
Саврикап 4К 30 FPS. Основной модуль. В движении. Все как вы любите. Вроде и день, но недостаточное освещение, рассеянный свет, дождь, влажность, изменение освещения. И все это в 4К 30 FPS. Вот все бы хорошо, если бы не вот этот экран с плавающей яркостью, я вам скажу. Это вот тяжело, конечно. Как говорится, никогда в октябре не планируйте отпуск в Азии. 4К 30 FPS, съемка с одной руки на байке, как правильно сказали, что Саня, это вообще бесполезный тест, никто так не ездит, это неразумно, потому что ничего хорошего для теста не будет. Будь аккуратен, раз, два, это больше даже сравнения не в плане теста, а в плане как легко ушли смартфоны, а пошли на GoPro. У меня есть пример, я с GoPro гоняю. Кстати, надо на шлем надеть, и учитывая, что сейчас нет жары, может быть, даже будет интересно. Хотя я катался вчера 130 максимум, при дожде ночью. Здесь нехорошая дорога, потому что народ гоняет абсолютно бесправильно. Не советую гонять больше 700, освещение не везде. Оно но мы рассказываем не про это, мы рассказываем про то, что вот так вы сможете снимать в 4К 30 FPS. Сейчас попробую еще 1080p 30 FPS, и кто не заметил, съемка ведется в дождь, асфальт мокрый, и смартфон не боится некоторых рисков, разумеется, как любой, но может страдать микрофон, и вполне возможно может страдать фокус от капель дождя. Я думаю, вы это понимаете. Автофокус может плакать. 4К у нас не стоит. У нас сейчас 1080p 60 FPS. Говорю через шлем. Ну, в принципе, достаточно для понимания, да? Пусть даже едем плавно. И фронталка, движение, дождь. Так не делаем. Обязательно имеем права. Две руки на руле. Все глаза на дорогу. И, разумеется, даже если у вас есть АБС, у меня есть АБС на оба колеса, дождь, лучше не кататься во время дождя вообще никак. Потому что у вас он есть, этот АБС, а у товарищей впереди его быть может и не быть. Или позади, или по бокам. Есть возможность в колесном транспортном средстве, какое бы оно ни было, «4К 30 FPS» и немного еще примеров из торгового центра. Кстати, только что подписчиков встретил. Привет всем, кто пользуется Ватсом. Что это такое? Это когда ты покупаешь iPhone задешево, еще и берешь налог, возвращаешь, а потом еще на этом делаешь и отбиваешь половину поездки, если это терабайтник. И по мне иногда это разумно. Минусы: нет 7-20 бенда, пластиковая рамка, никакого там телевика и еще каких-то адекватных сенсоров помимо основного, и наличие подбородка. Плюс сброс яркости, я не понял, как и по какой причине происходит, максимально хаотично. Восстанавливать яркость очень просто. В целом очень странно себя ведет смартфон, может быть, с прошивками допилят. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, из-за нее, как говорится, можно простить ему все. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Также в моем личном телеграм-канале вы можете посмотреть исходники фото, потому что в подобных смартфонах я считаю гиблым делом обсуждать фотографии, с чем-то сравнивать. Все-таки это бюджетник, пусть и средний бюджетник. Фотки, кстати, делает очень-очень даже классные. Скачивайте, смотрите, оценивайте. Многие, кто видел эти фотографии, написали, что смарт фоткает очень достойно. Если интересен обзор одним кадром, также напишите, могу сделать. Ну и резюмировать хотелось бы стандартно на камеру смартфона. Это 4К 30 FPS максимум, что может снимать. Напоминаю, что у него здесь есть оптостаб, флеш. И единственное, нет, разумеется, направленного микрофона, но у нас здесь есть мини-джек, никакого шима.
Очень быстрая зарядка и очень много плюшек, включая, повторяюсь, то, что у нас он не будет заблокирован, в отличие от некоторых других детищ BBK. Помните, китайские Realme, китайские, допустим, OnePlus. OnePlus Ace 2V у меня заблокировали, и было его сложно разблокировать, я вам скажу. Если говорить об этом смартфоне, здесь основная химия, если честно, с яркостью, но для человека, который не пользуется IPS, это непривычно. Я попользовался этим смартфоном больше, по-моему, 2-3 недель, и в итоге я привык. То есть у меня есть шорты с ним, где я играю, и когда я говорю на айфоне 250 люксов не хватает, мне здесь уже начало хватать. При том, что в любой момент, если мне чего-то не хватает, я включаю автояркость, выгружаю на максимум яркости, и она восстанавливается на 300 нит. Потом постепенно падает, я этого не замечаю, и тестов я проводил много. Если говорить о смарте, однозначно рекомендовать его могу. Если вы знаете, что такое IPS, must have. За такие деньги в районе $200, ну где вы подобное можете встретить? 900 с лишним тысяч баллов в Antutu, 80 с лишним тысяч баллов в Storage тесте, великолепный тач, стерео, помимо этого запись звонков, гуглы, русский язык. Реально хороший смарт. То есть те, кто покупал К-линейку от Oppo десятки, я думаю, эти штуки тоже будут, как Q5, повторяюсь, Q3 у Realme, брать как горячие пирожки. Смартфон, разумеется, не без недостатков. Притом не скажу, что не камерафон, потому что, повторяюсь, что фотографии с него тоже огниво. Девайсу от меня однозначное да. Пишем покупатели QZ8S. Добра и удачи вам, дорогие друзья.